Представьте, что искусственный интеллект торгует за вас. В одном из свежих тестов китайский ИИ Qwen обогнал даже сам ChatGPT. Он действительно закрыл торговый период с прибылью. Но так ли это на самом деле, друзья? Я решил проверить специально для вас и сегодня своими руками запущу Qwen, поторгую вместе с ним и попробую заработать. Посмотрим, какие сигналы он дает, и, возможно, эпоха трейдинга меняется. С этим нужно что-то делать. Итак, друзья, сегодня у нас торговля по абсолютно чистому графику, ничего лишнего, только сама котировка. Важный нюанс есть: чтобы исключить рыночный шум для нейронки, мы будем торговать на 5-минутном таймфрейме. Теперь просто делаем скрин графика. Нужно захватить участок побольше, чтобы яишки было проще анализировать. И сейчас мы покажем его Qwen. Смотрите, это искусственный интеллект, типичный чат-бот, в котором я просто вставляю скрин графика и пишу запрос. Давайте поздороваемся и в качестве промпта попросим проанализировать этот график с учетом того, что это 5-минутная экспирация. Вот. Я сообщаю ему, соответственно, все, что нужно. Поехали. Та-та-та-та-та. Вау. Ответ действительно развернутый. Нейронка пишет целое эссе по графическому анализу. Возможно, я переборщил с запросом, но в любом случае ответ получен. Qwen тут рассказывает зачем-то, что именно он видит. Это нам ни к чему. Вот он начинает писать дальше. Видимо, это была прелюдия к ответу. Давайте наберемся терпения. Ишка штрудит нам информацию по свечам. Открытие, закрытие. Приятно. Хотелось бы увидеть какой-то ответ. Нейронка точно ценит свечной анализ. Это похвально. Но такие способности нам ни к чему. Так, ладно, думаю, это не баг, это некорректно поставленный промпт с моей стороны. Чуть позже мы это исправим. Но пока. Так. Давление продавцов. Считает, что тренд вниз. Не замечает намеков на разворот. Как итог. Продаем. Не прошло и час. Поехали. Врываемся на график, в точности повторяем сигнал. Смотрите, открываем шорт. Для меня это странная сделка. Вообще-то это признак разворота. Да, он есть. Вот здесь, смотрите, в этой точке. Цена буквально поменяла направление, и хотя мы зашли поздновато, нейронка долго думала, в любом случае здесь, скорее всего, анализ ошибочный. Возможно, из-за долгого времени. Мы растем сюда, отнюдь не падаем. Теперь нам предстоит узнать, кто умнее, я или нейросеть Qwen. Благо, момент истины будет уже через 30 секунд, а пока ждем, скажу вам, друзья, это не торговая нейросеть. Она создана для многих задач. Может генерировать картинки, текст, гуглить что-то за вас. Поэтому все равно сделаем для нее поблажку. Это не трейдерский продукт. Это просто чат-бот, не забывайте об этом. Уже круто то, что она лучше всех остальных нейронок в торговле. Но до человека ей явно далеко. Минус по сделке не такой значительный, но он есть. Окей, 1-0 в пользу людей. Давайте теперь подумаем, что делать дальше. Нужно сменить график, это точно. И прислать Qwen новый сетап. Я бы и сам с удовольствием поторговал эту ситуацию. Но давайте дадим дорогу молодым. У нас есть интересный график, предоставим его Qwen. И давайте попросим дать теперь направление без рассуждений на несколько страниц, вверх или вниз. Правильно составленный промпт – это ключ успеха к работе с яишками. Помните всегда об этом. Вниз. Отлично. Дан точный ответ и видит отскок от локального максимума. Вход в течение первой минуты на продолжение снижения. Поехали, пробуем. Минута. Go. И видит отскок от локального максимума, да, нисходящий импульс. В целом я полностью согласен с искусственным интеллектом в этой ситуации. Почему? Потому что вот тот самый локальный максимум, который я бы даже назвал зоной сопротивления. Цена не может пробиться выше, есть отскок вниз, значит можем уверенно торговать шорты. Шортим с хаев, так сказать, не с другого, с хаев. А падать будем вот сюда. До зоны сопротивления. Остается лишь надеяться, что анализ окажется верным.
Есть еще один, кстати, важный нюанс. Хорошая работа с нейронкой — это всегда промпт, как я и сказал. Об этом хочу еще раз напомнить. Кто знает, тот действительно знает. Это действительно важно. Я займусь сейчас составлением качественного промпта после этой сделки. Подумаю о структуре выдачи текста, чтобы Квен не слишком мудрил при анализе и давал нам что-то максимально структурированное, быстрое и полезное. Так, сделка в плюсе. Ну, приятно, да. Давайте напишем качественную инструкцию. Не переключайтесь, я вернусь. Как вы поняли, друзья, вау-эффекта я сам лично пока еще не получил. Возможно, увидим что-то еще, но есть ощущение, что пока еще ИИшки не способны анализировать рынок так, как это делает человек, тем более опытный. Если вы хотите разбираться в этом и не ждать каких-то чудо-сигналов, волшебных палочек от ИИ, переходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки оставлю в описании. Кроме полезных лайфхаков, множество ценной информации по самому трейдингу, вы найдете там и торговые сессии, в которых можете принять свое участие абсолютно бесплатно. Ссылки в описании к этому видео. Я жду вас, а мы продолжаем. Так, друзья, я составил промпт, потратил немного времени, можете использовать его, если будете тестировать. Главное, обязательно графы, сигнал и краткое пояснение. Интересно будет затестить. Давайте найдем новый график, например, вот этот, и просто передадим его к Квену. Копируем и вставляем. Теперь осталось только дождаться его рассудительного анализа. Главное, чтобы он опять не переборщил, иначе слишком долго получается, согласитесь. Момент X, сигнал вверх, пояснение есть, выше предыдущий красный, показывает потенциальный разворот, вверх после локального минимума. Окей, давайте последуем рекомендациям Квена, заходим и лонгуем, погнали. Разворотная формация действительно есть, все правильно, у нас пробой прошлой зоны поддержки обратно вверх, вот этой, смотрите, оп, цена пробила ее обратно вверх, так что актив в принципе должен отрастать. Пока есть время, скажу пару слов про этот самый конкурс ИИшек, в который победил Квен. Нейронка действительно заняла первое место, но ее результат практически равен нулю. Изначально она очень круто оторвалась от всех остальных, с ней соревновался на равных только DeepSeek, еще один китаец, но в конце эксперимента оба фаворита потеряли почти 90% своей прибыли. Они в плюсе, но почти в минусе. Друзья, Квен занимает первое место по трейдингу не потому, что это топовый ИИ по торговле, а из-за того, что целых 4 претендента ушли в минус, в глубокий минус вообще, 2 претендента справились немного хуже. Иными словами, Квен просто выжил на рынке, в отличие от остальных. Тем не менее, сделка в плюсе. Окей, давайте усложним эксперименты и добавим к анализу индикаторы. Посмотрим, как ИИ справится с их интерпретацией. Пару минут на тесты, и я сразу же продолжу. Итак, я добавил несколько индикаторов, стандартный канал Кёльтнера, также RCI и Vortex. Наша задача просто узнать, увидит ли их нейросеть. Давайте немного расширим для наглядности их окна, может быть нейронки так будет проще, и отправим их на анализ. Делаем скрин. Я уже немного потестил эту опцию, даже модернизировал промпт, просто указал Квену, что теперь у нас в принятии решения участвуют индикаторы и указал их параметры. В остальном все по стандарту. Задача ИИ просто дать сигнал на основе полученных данных из скриншота. Окей, все есть, поехали, отправляем запрос. Момент X, сигнал вверх, отлично, Квен отлично видит индикаторы, все есть, интерпретирует их сигналы. Пробуем, сделка в лонг, поехали. Все в рамках мнения нейросети. Примерно помню, что сказал Квен, теперь давайте я уже сам проанализирую ситуацию. Vortex разошелся, это бычий импульс, да, согласен. Одновременно с этим у нас есть закреп выше канала Кёльтнера, это тоже бычий сигнал. Прекрасно, но RCI у нас не перекуплен, есть еще куда расти. Мы выше средней линии и только поднимаемся к верхней границе. Иными словами, росту ничего не мешает. Что меня смущает, так это сигнал Квена по поводу как раз таки RCI. Он сказал, что он у нас в перепроданности, а она очень далеко, и Квен не мог ее видеть на скрине. Мне кажется, нейросеть ее выдумала, что в принципе часто бывает при использовании нейросеток. Если вы работаете с тем же Квеном или чатом GPT, явно сталкивались с бредом, который иногда он несет. Поэтому лучше проверяйте, друзья, по несколько раз. Сделка в плюс.
Супер. В финале нашего эксперимента я хочу дать задачку для Квена еще сложнее. Пусть он справится с тем, что сбивает с толку даже человеческий мозг. Добавим, не туда полез, добавим еще несколько индикаторов на наш график. Давайте это будет фрактал параболик SAR и пусть будет MACD. Посмотрим, как Квен сможет отличить их друг от друга. Согласитесь, график уже избыточен. Давайте дадим его нейросети на анализ. Специально фиксируем ограниченный кусок, не даю ему видеть RCI. Вставляю его сюда. Промпт. Давайте, ладно, окей, пожалуй, изменим немного промпт. Допишем сюда MACD, SAR и фракталы. Отправляем. Поехали. Посмотрим, как он видит это все. Друзья, а видит он все прекрасно. Прекрасно все это видит. Меня даже немножко это пугает. Бычий импульс, под ценой фрактал дает сигнал. Окей, не спорю с нашим помощником. Это его дебютный выход. Открываю сделку в лонг, пора проверять. Интерпретация MACD верная, Vortex сохраняется, RCI есть, хотя RCI сейчас мы уточним. Параболик SAR под ценой это тоже рост. Видимо, фракталы он интерпретировал как разворот из-за формирования нижнего фрактала и как еще пробой последнего зеленого. Они чаще всего запускают рост. Я лично анализирую всегда только пробои. Но ладно, окей, посмотрим. Сигнал есть сигнал. Что по поводу RCI? Растет из зоны перепроданности. Опять, откуда он берет зону перепроданности? Я не понимаю. Цена даже и не коснулась. Ну, про RCI Квен либо врет, либо преувеличивает. Либо путает низ со средней линией. Не знаю. Точного ответа у меня нет. Ну, в принципе, это не так важно. Эксперимент успешен. Не скажу, что это было идеально, мне было немного напряжно, но в целом плюс на балансе. Давайте подведем итоги. Ну что, друзья, Квен дебютировал, в принципе, неплохо. Несколько сделок открылись в плюс, и анализ его мне понравился. В любом случае, его работоспособность можно оценить только исходя из дистанции. Если кто-то захочет это сделать, обязательно напишите мне результаты, которые получат хотя бы за 100 открытых сделок. Почву для размышлений я вам дал. Пусть и в примитивной форме, но сигналы выдаются, они закрываются в плюс. Единственное, о чем еще раз напоминаю, это промпт. Очень важно, чтобы он выдавал вам быстрый промпт. Возможно, вы модернизируете мой сегодняшний или будете использовать его как есть. Но в любом случае о результатах напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать. Вам спасибо за просмотр. Видос, если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.